каждом виде спорта своя высшая серия, свой Олимп. В футболе чемпионаты мира и Европы, в хоккее Олимпиада и Кубок Стэнли, в теннисе Ролан-Гаррос. А в ралли-рейдах это Дакар, Африка, Эхо-рейс и Шелковый путь. Но если Дакар пока остается несбыточной мечтой из-за своей удаленности и заоблачных цен, то на африканском ралли-марафоне наша команда в этом году уже побывала. Шелковый путь же и вовсе давно стал родным для нашей команды. По сути, именно на нем 2 года назад зародился дружный коллектив Супротек Рейсинг. Блин, вон приехала наша хромая Нивушка, она сегодня потеряла капот. Где капот? Потеряли. Я говорю, Миша, я говорю, кто-то что-то тут капот чей-то, говорю, он по нему проезжает, разворачивается, опять не получается у нас, мы опять еще раз через этот капот едем, я читаю фамилии, там написано Потапов. Ребята встретили тот самый капот, который ровно год назад Потапов и Милосердов потеряли в пустыне китайской. Спустя год Супротек Рейсинг на 10-тысячном марафоне был представлен в лице 2 очаровательных блондинок – Маши и Таи. Шелковый путь 2018 организаторам пришлось разделить на 2 части. Первая пройдет в России в июле, вторая в Китае в сентябре. Все началось с того, что из маршрута марафона 2018 года выпал Казахстан, который был центральным звеном между Россией и Китаем. Из-за этого было принято смелое решение. Гонщики едут 5 этапов по Китаю, после чего караван с самолетами «Руслан» перебрасывают в Россию, где гонка продолжается еще 5 этапами. Но масштабному проекту было не суждено состояться. За месяц до старта Силквея стало известно, Китай не сможет провести свою часть марафона в июле, поскольку началась модернизация аэропорта в Урумчи, из которого и должны были летать «Русланы». Вот организаторам и пришлось экстренно разделить шелковый путь на 2 части. 21 июля гонщики стартуют в Астрахани и, проехав Элисту, Волгоград и Липецк, 27 июля финишируют на Красной площади. Ну, на самом деле, это уже 8-е издание, и у нас 7 стартов были с Красной площади. Один раз это было с Дворцовой в Петербурге. В этом году все будет наоборот. И мы как раз стартуем из Астрахани, привезем песочек свежий, и финиш будет на Красной площади в Москве. Поэтому все, кто хочет посмотреть на пилотов мирового уровня, в этот раз мы будем их не провожать, а наоборот встречать и чествовать на Красной площади. К старту уже готовы сильнейшие гонщики планеты. Нани Рома, Езид Аль-Раджи, Насер Аль-Атия, Матье Сардери, а команду Супротек Рейсинг представит экипаж Андрея Рудского. Вас вообще не расстроило то, что вот так в итоге разделилось все на несколько месяцев? Конечно, расстроило отсутствие пустыни Гоби. Но с другой стороны, погонять по Астрахани с такими известными людьми, как Насер Эль-Раджи. Выход за врага, штаны направо. 250, правый 3 на дорогу. Мы в Астрахани последний раз показали неплохой результат. У вас преимущество там будет, то есть вы можете действительно их там дернуть. Но я бы не стал так загадывать. В рамках шелкового пути пройдет этап чемпионата России. То есть вначале 3 дня вы погоняетесь против мировых звезд, потом подключатся ваши конкуренты прямые по чемпионату России. Вот насколько это честно? У вас уже машина будет несколько, такая уставшая. Да почему? У нас крепкая боевая машина. Мы, наоборот, мне кажется, будем иметь преимущество, потому что мы вкатимся. Представить шелковый путь без Маши Опариной невозможно.
Уже в третий раз подряд блондинка на багги будет представлять Супротек Рейсинг на ралли-марафоне. Большое количество трасс будет проходить по территории России. Я знаю эти трассы, неоднократно побеждала в Астрахани, в Элисте. Но немножечко обидно, что Китая в этом году не будет в данной части шелкового пути, потому что, мне кажется, такие пески ничто не может заменить, даже астраханские дюны. В данный момент, поскольку я возглавляю турнирную таблицу в своем классе Т3, для меня, естественно, важнее победить этап чемпионата России. И именно поэтому я планирую проехать весь марафон «Шелковый путь» без турбины. 25 июля к многодневной гонке присоединится легендарная Нива под управлением Дмитрия Воронова. Не давит на тебя все-таки это такое очень значимое мероприятие, шелковый путь, понимаешь? Финиш будет на Красной площади. В Кремле не стартовал, но стартовал с Исаакиевской площади. Как-то раз был чемпионат Европы, Кремль. Ну, это же такой, напущенный несколько, пафос, который должна быть в гонках, и все это здорово. Но это меня в меньшей степени волнует, нежели организация. Так что вы меня этим не запугаете. Учитывая наше положение и в классе, и в абсолюте, хотел бы, честно говоря, уже и за абсолют побороться. Гонщики к старту готовы. Наша съемочная бригада тоже уже на низком старте. Не пропусти прямые включения и лайв-ролики с гонки на канале Супротек Рейсинг. Тем более, что провести их мне поможет автоблогер всея Руси Антон Воротников.